Пожалуй, важнейшее событие в истории средневековой Европы произошло примерно в 1440-х годах. Точная дата неизвестна, но ориентировочно 1445 год. Как вы понимаете, Иоганн Гутенберг изобрел печатный станок. Естественно, он опирался на предшествующие изобретения, но все равно был, конечно же, в этом смысле первым. Это открытие разделило интеллектуальную историю человечества на «до» и «после». Ведь теперь стало возможным накапливать знания, а это очень и очень важно. До этого книги были роскошью, их могли себе позволить только привилегированные слои. Там дворяне, наследные аристократы, ну и духовенство тоже имело доступ к книгам, потому что без этого в принципе невозможно развитие богословия. Но для широкого потребителя, конечно, книги были недоступны. Для вашего наилучшего понимания приведу примерный ценник. В пересчете на сегодняшние деньги копирование 5 страниц книги стоило $200. То есть среднестатистическая книга могла обойтись человеку в $20 000 в пересчете на сегодняшние деньги. Это колоссальная сумма, как вы сами понимаете. И понятно, что эти манускрипты имели свойство разваливаться, гореть в пожарах, тонуть в наводнениях. Конечно, до нас дошла Библия, и до нас дошли некоторые сочинения Платона и Аристотеля, переписанные много раз, но по большей части сочинения древних авторов на сегодняшний день для нас недоступны. Представьте себе, как выглядел бы современный философский факультет, если бы уже примерно в V-VI веках до нашей эры существовала книгопечатание. Мы могли бы читать Эпикура, впоследствии Эпиктета, Сенеку и всех прочих наших любимцев в первозданном состоянии, в непереписанном состоянии. Это был бы колоссальный прорыв и для философии, и для науки в том числе. Но, к сожалению, книгопечатание было изобретено в полноценном виде только в 15 веке. А теперь внимание! После этого события, после того, как Гутенберг внедрил книгопечатание в широкий оборот, стоимость печати снизилась более чем в 300 раз. И это было важнейшее событие, потому что это позволило людям продвигать свои идеи на широкую аудиторию. В частности, известен факт, что тезисы Мартина Лютера, которые по сути перевернули религиозную ситуацию в Западной Европе, разошлись тиражом приблизительно 300 тысяч экземпляров. Это колоссальный тираж даже по современным меркам, что уж говорить о тогдашней Европе. И давайте посмотрим вот на этот график, из которого, в принципе, неплохо видно, что именно книгопечатание стало прологом к развитию технологий в Западной Европе. И развитие технологий, то есть промышленная революция, привели в конце концов к тому, что жизнь людей становилась лучше и лучше и лучше с каждым годом. И тот уровень, к которому мы пришли на сегодняшний день, во многом это результат появления книгопечатания. Когда книги распространялись еще вручную, ошибки там были совершенно обычным делом. Ну, потому что сидит переписчик, и он просто человек. Он пишет, и, естественно, ему может хотеться спать, он может быть в плохом настроении, он может встать не с той ноги, и поэтому появлялись разнообразные ошибки. Впоследствии эти ошибки распространялись и тиражировались. И, казалось бы, с изобретением книгопечатания ситуация должна была бы поменяться. И да, она поменялась, ошибок стало меньше, но опечатки все равно продолжили свое существование, и даже сегодня, в век промышленного типографского такого ремесла, ошибки и опечатки остаются. В основном вот ранние наборщики текстов путали местами буквы или могли просто забыть какую-нибудь букву. Но история знает несколько забавных примеров, когда опечатка меняла смысл фразы на прямо противоположный. Как нетрудно догадаться, самой издаваемой книгой в мире была и, наверное, остается по сей день Библия. Хотя цитатник Мао Цзэдуна, наверное, все-таки переплюнет Библию или уже переплюнул. Но, тем не менее, в средневековой Европе и в Европе ренессансной, и в Европе нового времени Библия это была интеллектуальная доминанта. И именно в Библии смысл каждой фразы имеет огромное значение, потому что Библия – это священный текст. Это не роман Диккенса, это не сборник рецептов, хотя тут тоже лучше не ошибаться. Это священный текст. Поэтому в нем, конечно, каждая ошибка имеет большее значение, чем в обычной книге. А что, если я вам скажу, что в 1631 году в Великобритании была напечатана Библия, в которой содержалась следующая заповедь: «Прелюбодействуй». Не прелюбодействуй, а прелюбодействуй. Это реальный исторический пример. Эта Библия имеет несколько названий: Библия грешников или Библия прелюбодеев. Типографом выступал Роберт Баркер, который до этого в 1611 году способствовал выходу Библии короля Якова, знаменитой Библии, и он был тоже типографом. И, конечно, эта ситуация с Библией грешников полностью сломала его карьеру, и его здесь, довольно-таки жалко, потому что, человеку жизнь сломали, по сути дела. Но до этого мы еще дойдем. В печати участвовал также его коллега Мартин Лукас.
вопрос. Казалось бы, где вот можно совершить ошибку? Во многих разных местах, но не в одной из заповедей же. И это, конечно, повлекло очень серьезные последствия. Сейчас вы видите на экране эту заповедь. Вот мы видим «Thou shalt commit adultery». Что такое «thou»? Это такая староанглийская форма обращения на «вы». То есть вы либо к множественному числу, либо просто к отдельному очень уважаемому человеку. Это сейчас мы обращаемся «you» и к маленькому мальчику, и к британской королеве. Но тогда были вот эти градации, которые на сегодняшний день остались, например, в японском языке, когда мы по-разному должны говорить с людьми из разных социальных слоев и с людьми, с которыми мы знакомы в разной степени. Там кому-то можно сказать «она-то», «вы», «ты», а кому-то и так нельзя говорить. Но там было так. «Shalt» — это, «shall» — сегодняшний вариант. «Commit adultery», да, совершать прелюбодеяние. «Adultery» — это, по сути, адюльтер, супружеская измена, прелюбодеяние в широком смысле слова. Конечно, здесь должно быть слово not, то есть вы не должны этого совершать. Но здесь, как мы видим, слово not отсутствует. И, конечно, это вызвало колоссальный скандал, который дошел даже до короля. Лично Карл I распорядился уничтожить весь тираж. Незадачливые типографы Роберт Баркер и Мартин Лукас были вызваны в суд и лишены лицензии, а также оштрафованы на 300 фунтов. А 300 фунтов тогда, как вы понимаете, это не то же самое, что 300 фунтов сейчас. Тогда это было примерно 40 тысяч фунтов в пересчете на современные деньги. И, по сути, на этом карьера Роберта Баркера, заслуженного человека, который до этого внес большой вклад в развитие христианства в тогда уже англиканской Великобритании, была закончена. Он разорился и в 1643 году умер в тюрьме для должников. То есть довольно печальная история. Есть версия, что это был заговор против конкретно Роберта Баркера, потому что он был принтером, то есть типографом лично короля. И он занимал эту должность, он был уважаемым человеком в обществе, и у него был конкурент, который яростно хотел этого Роберта Баркера как-то подкузмить. И вроде как этот конкурент приложил руку свою мохнатую к тому, чтобы в книге появилась эта чудовищная опечатка, которая меняет смысл заповеди на прямо противоположный. До сих пор нет среди ученых согласия по этому вопросу, и неудивительно, потому что это все-таки дела давно минувших дней, но можно здесь подумать и пофантазировать, как это было, и даже снять какой-нибудь фильм или написать об этом книгу. Мне кажется, эта история совершенно детективная. Против версии о провокации говорит следующее. Подобные ошибки встречались довольно часто, когда забывались целые слова, там маленькие, большие слова. И, например, бывали такие случаи, как в 1613 году, когда, внимание, тот же самый Роберт Баркер издал Библию, где вместо имени Господа нашего Иисуса Христа, Jesus, было слово Judas, то есть Иуда. Вот такая вот была опечатка. Ее, естественно, там заделали как-то и как-то спасли репутацию Баркера. Но по мне так это не менее тяжелое такое прегрешение против веры истинной, поменять имя Иисуса Христа на имя предателя Иуды. Поэтому такие ситуации были, и они были постоянно, и они сохраняются даже по сей день. Опечатки никто никогда не отменял. Поэтому, конечно, Роберта Баркера, как я уже говорил, мне лично очень жалко в этой истории. Несмотря на то, что весь тираж был уничтожен, этой Библии грешников, сохранилось несколько экземпляров, которые находятся там в разных музеях мира, и в Великобритании, и в Северной Америке есть экземпляры. И даже некоторые экземпляры выставлялись и продолжают выставляться на аукцион, где стоят довольно больших денег, там, десятков тысяч долларов. Сегодняшний ролик я сделал максимально без воды, с фактами, с интересной историей, поэтому если вам понравилось, пожалуйста, ставьте лайк, подписывайтесь на мой YouTube-канал и также подписывайтесь на Telegram-канал, где со мной можно общаться в более непринужденной обстановке. Я там отвечаю, и я там общаюсь в комментариях со всеми желающими. А также делаю анонсы новых роликов и анонсы стримов, о которых вы иначе можете просто не узнать. А также, если вам нравятся мои ролики, можете поддержать мой канал финансово, также по ссылке в описании. С вами был я, Никита Образцов, был очень рад вас видеть. До новых встреч!